В небольшом домике на окраине старого соснового леса жила женщина по имени Марта. Ее жизнь текла спокойно и тихо. Утренний чай на веранде, работа в саду и прогулки среди высоких деревьев. Марта любила одиночество. Оно было наполнено шумом ветра и пением птиц. Но однажды это спокойствие нарушило нечто удивительное. Туманным октябрьским вечером Марта читала книгу у окна и вдруг почувствовала чей-то взгляд. Подняв глаза, она замерла. За стеклом стоял лесной олень. У него были большие янтарные глаза и бархатистый нос, который слегка подрагивал, втягивая воздух. Марта боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть гостя. Но олень не уходил. Он спокойно смотрел на нее, будто изучал. Через несколько минут зверь тихо развернулся и исчез в сумерках. На следующий вечер олень вернулся. Марта уже ждала его и даже положила на подоконник яблоко, но олень не притронулся к нему. Казалось, его интересовала только сама Марта. Он смотрел на нее так, словно хотел убедиться, что с ней все хорошо. Так продолжалось целую неделю. Марта начала называть его «лесным другом». Каждый вечер она садилась у окна и рассказывала ему о своей жизни, о книгах и о прошлом. Олень внимательно слушал, иногда слегка наклоняя голову. Соседи лишь смеялись. Дикий зверь просто ищет еду. Но Марта чувствовала, дело совсем не в этом. Была одна странность. Перед уходом олень всегда смотрел в сторону густой рощи в глубине участка, словно приглашая ее пойти за ним. На 10-й день Марта не выдержала. Когда олень снова повернулся к лесу, она накинула шаль и вышла на улицу. «Ну хорошо, веди меня», – тихо сказала она. Олень медленно пошел через сад к старой беседке у самого края леса. Марта не подходила к ней много лет, с тех пор, как умер ее муж, который когда-то построил это место. Беседка заросла диким виноградом и почти скрылась среди деревьев. Олень остановился у входа. Марта осторожно вошла внутрь и замерла. На старом деревянном столе лежала потемневшая металлическая коробка, которую она считала давно потерянной. Дрожащими руками Марта открыла ее. Внутри были старые фотографии, письма ее дедушки и маленькая серебряная брошь в виде ветки омелы, семейная реликвия, исчезнувшая много лет назад. Марта поняла, все эти дни олень не случайно приходил к ее окну. Он словно пытался вернуть ей часть прошлого, о которой она давно перестала надеяться вспомнить. Когда Марта вышла из беседки с коробкой в руках, слезы застилали ей глаза. Она обернулась, чтобы поблагодарить своего проводника, но оленя уже не было, лишь тихо качались ветви сосен. С тех пор олень больше не приходил каждый вечер, но иногда Марта замечает его силуэт на опушке леса. Она просто машет ему рукой, зная, иногда чудо приходит именно тогда, когда человеку больше всего нужна надежда.